Всем привет и отличного настроения! Хочу предложить рассмотреть относительно новую модель дрона начального уровня с неплохим соотношением цена-качество, а именно KF-106. В особенности цена будет небольшой, если брать его без датчика препятствий. Ну, я лично в помещениях не летаю, поэтому мне он особо не нужен. Ну а вы, естественно, сами решите, что вам больше нравится. Начнем с внешнего вида. Сейчас дронов развелось довольно много, и все пытаются выделиться. KF-106 тоже не исключение. У квадрокоптера вполне современный вид, и что-то мне подсказывает, что дизайнеры явно вложили в эту модель очертания DJI Mavic 3. Уж слишком много общего между ними во внешнем виде. Камера дрона расположена на трехосевом подвесе, который компенсирует вибрацию во время полета. У разных продавцов информация о разрешении разнится. Кто-то пишет 6К, кто-то 4, кто-то 8, но я бы не рекомендовал сильно обращать на это внимание у дронов бюджетного сегмента. Лучшим вариантом будет просто посмотреть записи готовых фото или видео с квадрокоптера и сделать для себя выводы, устраивает вас качество или нет. Вот прямо сейчас вы и можете это сделать, наблюдая за изображением на экране. Еще замечу, что камера имеет 50-кратный цифровой зум. Ее наклоном можно управлять дистанционно с пульта управления, который работает в связке со смартфоном, как и большинство подобных дронов. Изображение с камеры вы можете увидеть у себя в телефоне в реальном времени, прямо во время полета. Сохраняется оно как в телефон, так и на карту памяти, которую можно поставить в квадрокоптер. Карта памяти должна быть не менее 10 класса, иначе видео может записываться с тормозами. Ее можно купить самостоятельно практически везде, либо заказать комплектацию, в которую она входит. Следует отметить, что для связи с дроном ваш телефон должен поддерживать Wi-Fi 5 ГГц. Проверьте это в настройках своего телефона. Расстояние радиосвязи 1200 метров. Расстояние передачи видеоизображения до 500 метров, в зависимости от модели вашего телефона, а точнее параметров модуля Wi-Fi в нем. В некоторых магазинах я видел информацию про 3000 метров или даже 5 у кого-то, но это просто маркетинговый ход, и пусть он не вводит вас в заблуждение. KF-106 питается от аккумулятора емкостью 2200 мАч при напряжении 7,4 вольта. Это позволяет находиться в воздухе до 25 минут. Рассчитывайте примерно на 20, так как производитель обычно имеет в виду самый щадящий режим. Рекомендую брать комплектацию, где аккумуляторов хотя бы 2, а лучше 3, чтобы продлить себе удовольствие от полетов. Пульт управления имеет LCD-экран с различной полезной информацией типа высоты полета, расстояния, заряда батареи и другого. В разложенном виде размеры дрона составляют 31 на 32 на 10,5 см, в сложенном 10 на 17 на 10 см. Двигатели у квадрокоптера бесколлекторные. Квадрокоптер обладает стандартным набором интеллектуальных функций. Функция Follow Me или Следуй за мной. Благодаря ей дрон летит за вами на небольшом расстоянии. Очень удобно для съемки в движении и видеоселфи. Облет точки интереса или движение по орбите. Квадрокоптер совершает облет по кругу выбранной вами точки и по выбранному радиусу. Движение по спирали. Этот режим похож на движение по орбите, только квадрокоптер постепенно поднимается вверх по спирали вокруг определенной точки. Режим предназначен в основном для эффектной съемки. Движение по точкам. Дрон следует по GPS-координатам, которые вы ему задали в приложении. Return to home или возврат домой. Квадрокоптер самостоятельно возвращается на точку взлета по вашей команде или по разряду батареи. Он автоматически контролирует расстояние, на которое улетел, и остаток заряда батареи, чтобы в нужный момент вернуться назад и не упасть где-то по дороге. В итоге могу сказать, что данная модель вполне подойдет как дрон начального уровня или как первый дрон. Его вполне можно купить в подарок ребенку. Этот дрон нельзя назвать совсем уж игрушкой, и он может помочь получить основные навыки управления квадрокоптером. Ссылки на KF-106 будут в описании под видео. Если оно было для вас полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильного вам выбора и отличных полетов. Пока!